И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 2 марта. И последний мой видеообзор будет посвящен не военным действиям. На самом деле на сегодняшний вечер, почти на 22:00, я пока ничего большой серьезной информации новой не собрал. Потому что пока на юге непонятно, куда пошла российская колонна. Она куда-то пошла, но вот куда она пошла, пока непонятно. То же самое, пока непонятна ситуация по Харькову, ничего нового объяснить не могу. Поэтому давайте весь обзор сосредоточим либо завтра в первом материале, либо уже во втором. А сейчас хочу поговорить о не менее важных проблемах. О том, как должны жить территории после того, как на них зашли российские войска. Вы знаете, сегодня некто Леша Арестович, который сидит и там вещает что-то из Киева, рассказывает о том, как все жители Украины должны кидаться на российские танки, на российские бронемашины, чуть ли не обвязавшись коктейлем Молотова. Пусть он посмотрит видео, что случилось с такими вот придурками, которые попытались это сделать в Херсоне. Ему, конечно, умничать в офисе президента там легко, в подземелье сидя. Вот взял бы он и пошел бы по партизанам. Ну, это лишний пример того, что вот киевскому режиму абсолютно наплевать на то, что будет с обычными людьми. Именно по этой причине представители этого режима совершенно спокойно ставят тяжелую технику внутри городов, возле жилой застройки. Соответственно, получаются удары в ответ, ну и гибнут мирные люди. Им на все наплевать. Вот они всем своим видом показывают, что им на это наплевать. А людям надо как-то жить. И я хочу сегодня привести несколько примеров, как, например, по-разному выходят из сложившейся ситуации те или иные города. Первый пример находится в моем родном регионе, город Конотоп, куда сегодня утром прибыла делегация российского команда на переговоры о том, как дальше будут жить. Жить, например, украинские вооруженные силы, российские вооруженные силы, а также город, обычная громада на одной и той же территории. И вы знаете, ничего страшного не произошло, ни сражений, ни кровопролития. Наоборот, они сели и договорились. Договорились до того, что, например, российские блокпосты и блокпосты украинских вооруженных сил, они остаются на своих местах, смотрят за тем, чтобы не было никаких проблем, не было никаких провокаций. Между тем, коммунальные службы города начинают работать и приводить жизнь в городе в нормальное состояние. Да, вводятся ограничения по передвижению грузового транспорта, но коммунальный транспорт работает, легковые автомобили, естественно, после досмотра обычных граждан проезжают. Город начинает возвращаться к мирной жизни. Причем, обратите внимание, в нем стоят украинские войска, снаружи стоят российские войска и люди живут. В чем проблема? Никаких проблем нет. А вот альтернативный путь, как мы знаем, выбрала Ахтырка, где местные неуменяшки не только обстреляли мирных людей для того, чтобы накрутить градус накала, но и местные военные решили не сдаваться, а воевать до конца. Причем они полностью выполняли план господина Арестовича, пытались атаковать российские тыловые машины. На самом деле Ахтырку российские войска спокойно прошли, а уже потом, после того, как несколько тыловых машин эти местные неуменяшки атаковали, они вернулись и разнесли воинскую часть буквально в дрободан. Покрошили ее в мелкий винегрет. Причем железобетонные конструкции казарм не выдержали и похоронили под собой, по-моему, до 70 украинских военных. Это альтернативный, второй путь решения проблемы. Двух городов в одном регионе. Мне кажется, первый путь более здравый. А есть еще третий путь, который сегодня, например, выбрал Херсон, родоначальник которого сегодня вечером сообщил о том, что он заключил соглашение. Вернее, он там очень красиво это все рассказывал. Это не соглашение, это не договор, это просто взаимодействие. Ну, бог с ним, называй это как хочешь, главное, чтобы город жил. То есть власти города, на территории которого теперь нет украинских вооруженных сил, заключили с российскими вооруженными силами некие соглашения о правилах поведения на территории города. Причем, обратите внимание, никто не посягает на украинскую символику. Совершенно спокойно никто не реагирует на украинские флаги. То есть они могут совершенно спокойно висеть. Никто не собирается ничего захватывать. И город может совершенно спокойно жить. Да, в режиме комендантского часа, потому что в городе тоже есть неуменяхи. Да, есть некоторые ограничения для передвижения граждан. Но, как говорится, в военное время ничего не поделаешь. Зато город может спокойно, мирно жить. В нем будут выпекать хлеб, начнут работать магазины. Я думаю, в общих интересах и жителей города, и российских войск, чтобы в городе не было мародеров и прочие шушеры с непонятно откуда взявшимся оружием. Как говорится, вот вам еще один нормальный пример, как живет город. А вот вам другой пример, я уже приводил его и вчера, и сегодня в телеграм-канале. Васильков под Киевом, он полностью под контролем Украины. Вы в курсе, что предыдущей ночью город Васильков отбил очередной российский десант? Предыдущий десант, помните, высадили с Ил-76, ВДВшники пытались захватить аэродром, один самолет Ил-76 сбили, правда не могли его потом нигде найти. Сначала говорили 3 сбитых, но потом согласились, что он все-таки был один. Но несмотря на то, что
рядом нет ни крупных озер, ни крупных рек, останков этого самолета не нашли. А вот что нашли, это примерно 20 трупов местных так называемых самооборонщиков, которые в темноте просто не узнали своих собственных украинских военных. Завязалась стрельба, и примерно 20 человек были убиты. И вот подобный абсолютно случай случился вчера ночью, где, я так понимаю, местная тероборона вчера, набухавшись, возник спор, одна часть перестреляла другую, а потом те, которые перестреляли первых, их перестреляли третьих. В результате 17 трупов тероборонщиков. Но в информационном пространстве выглядело все так, что некие диверсанты специально внедрились в тероборону. И для того, чтобы захватить детский садик, где в подземельях находилось 300 украинских ребятишек, не зная, что они там хотели с ними задумать, так вот они решили провести теракт. Они убили своих товарищей. В это время зашли российские альфовцы, они все это захватили, но доблестные силы теробороны отбили детский садик, уничтожив захватчиков. Правда, ни одного альфовца среди этих убитых захватчиков так и не было обнаружено. А если отбросить весь этот мусор, который придуман только для того, чтобы скрыть очередную зраду, потому что в одном и том же городе в течение нескольких дней тероборона перестреляла более 40 человек, стреляя друг в друга, вот вы можете себе представить, в какой хаос сегодня погружается Украина. А теперь сравните с тем, что, например, будет происходить в Херсоне. И даже с тем, что будет происходить в Конотопе. И вот вы, обычные граждане Украины, подумайте, в каком бы из 3 городов вы бы хотели сегодня жить. Я ни к чему не призываю, я просто рассказываю, как выглядит ситуация в 3 разных частях Украины, которые живут в 3 разных ситуациях. Вот это то, что я хотел сказать в данном материале. На этом пока все. До свидания, до завтра, ждите нового выпуска уже утром.